Привет! Я Макс, твой учитель русского языка. Давай проверим твой русский. Давай проверим, как хорошо ты знаешь устойчивые выражения в русском. Но если не знаешь, ты сможешь их сейчас выучить. У меня есть 12 устойчивых выражений, которые работают по-разному, например, с английским языком. И важно их не путать. Мой голос сегодня звучит немного странно, потому что я catch a cold. Как сказать это по-русски? Поймал простуду или простудился? Конечно, простудился. Например, я простудился после прогулки под дождем. Или он часто простужается осенью. Да, друзья, в русском есть два вида глагола: совершенный вид и несовершенный вид. Поэтому в примерах я буду показывать и совершенный вид, и несовершенный вид. Хорошо? Договорились. Итак, второе. Express an opinion. По-русски это будет выразить мнение или выговорить мнение. Или, может быть, высказать мнение. Конечно, выразить мнение и высказать мнение. Я не предупреждал, что может быть два правильных ответа. Нет? Ладно, извиняюсь. Да, может быть два правильных ответа. И в этом случае выразить мнение и высказать мнение — оба варианта корректны. Например, я уже высказал свое мнение насчет нового дизайна продукта. Или он часто выражает свое мнение, даже когда его не просят. Такой он человек. Третье. To have time. В значении to have a good time, типа we had a good time, в таком контексте. Как это сказать по-русски? Иметь время или проводить время? Иметь время или проводить время? Конечно, проводить время. Только надо уточнить. Мы хорошо провели время. We had a good time. Мы хорошо провели время. Или мы неплохо провели время. Мы нормально провели время. Мы ужасно провели время. Такое тоже может быть. Например, мы провели время с друзьями на природе. Или мы хорошо провели время с друзьями на природе. Он любит проводить время за чтением книг. Он любит проводить время за чтением книг. Здесь проводить время означает to spend time. Да, to spend time. Но если вы хотите выразить we had a good time, то вы так и говорите: мы хорошо провели время. Не запутались? Ну хорошо. Четвертое. Как сказать по-русски quit smoking? Уйти курить или бросить курить? Уйти курить или бросить курить? Бросить курить. Да, бросить курить. Уйти курить означает, что ты ушел куда-то, чтобы покурить. Ты сидишь в офисе, и ты, вышел на улицу, чтобы покурить. Да, типа, went out for smoking. Вот это уйти покурить. Или уйти курить. Но если мы говорим, что ты все, больше не куришь, ты перестал курить, то мы скажем, что человек или ты бросил курить. Да? Например, она, наконец, бросила курить
после многих попыток. Молодец. Другой пример. Он пытается бросить курить уже несколько лет. Бедняга. Пятое. Как сказать по-русски make a decision? To make a decision. Сделать решение или принять решение? Сделать решение или принять решение? Сделать решение не имеет никакого смысла. Поэтому мы, конечно, говорим принять решение, принять решение. Например, мы быстро приняли решение уехать. Было такое, кстати, да, в моей биографии. Либо он долго принимал решение о смене работы. Он долго принимал это решение. Шестое. Или так. Ask a question. Как это будет по-русски? Задать вопрос или спросить вопрос? Никогда не говорите «спросить вопрос». Нельзя спросить вопрос. Можно спросить, но спросить вопрос нельзя. Можно либо задать вопрос, либо спросить. Он спросил, как сказать это по-русски. Или он задал вопрос, как сказать это по-русски. Да? Не путайте. Например, я задал вопрос преподавателю в конце лекции. Или во время экскурсии дети начали задавать вопросы гиду. Седьмое. Седьмое — это pay attention. To pay attention. Как это будет по-русски? Платить внимание или обратить внимание? Конечно, обратить внимание. Он обратил внимание. Она обратила внимание. Платить внимание — это, pay attention. Pay — платить. Нет, в русском это не имеет смысла. Он сразу обратил внимание на ошибку в контракте. Что это за фигня? Он сразу обратил внимание на ошибку в контракте. Или ты должен обращать внимание на мелочи. Ты должен обращать внимание на мелочи. Запомни. Восьмое. To achieve a goal. Как сказать это по-русски? Достигнуть цели или добиться цели? Достигнуть цели или добиться цели? Оба варианта правильны. Оба варианта корректны. Можно вполне спокойно сказать: мы добились цели купить автомобиль к Новому году, несмотря на трудности. Или компания стабильно достигает поставленных целей. Финансовых, например. Компания стабильно достигает поставленных финансовых целей. Оба варианта вполне корректны. Девятое. Lose your temper. To lose your temper. Как это сказать по-русски? Выйти из себя или потерять себя? Выйти из себя или потерять себя? Оба варианта имеют смысл, но правильный перевод будет «выйти из себя». Выйти из себя. То есть разозлиться. Как бы перестать контролировать себя. Перестать контролировать свои эмоции. Но потерять себя означает, что ты потерял свою идентификацию. Не знаю, потерял какой-то смысл жизни. Или ты потерял, не знаю, свое предназначение. Ты не знаешь, что тебе делать в жизни, чем тебе заниматься. Ты потерял себя.
потерял уникальность, потерял идентификацию. Ну, много может быть трактовок. Итак, например, я вышел из себя, когда услышал это. Я вышел из себя, когда услышал это. То есть я потерял контроль над эмоциями. Или он часто выходит из себя из-за ерунды. Он часто выходит из себя из-за ерунды. Ерунда — это что-то незначительное. Какая-то мелочь. Что-то не очень важное, незначительное. 10. Give advice. To give advice. Как вы это скажете по-русски? Дать совет или сказать совет? Дать совет или сказать совет? Сказать совет не имеет никакого смысла. Дать совет. Как и в английском языке. Дать совет. Например, он дал полезный совет, который помог мне с выбором автомобиля. Я не люблю, когда незнакомые люди дают мне советы. Я не люблю, когда они дают мне советы. 11. To save time. Сохранить время или сэкономить время? Как вы думаете? Сэкономить время. Мы говорим сэкономить время. Например, мы сэкономили время, заказав такси. Мы заказали такси, мы не поехали на автобусе, и мы сэкономили время. Да, мы сэкономили время. То есть мы как бы сделали что-то быстрее. Другой пример. Использование шаблонов помогает экономить время. Однако сохранить время в каком-то контексте может тоже иметь смысл. 12. Последнее. Make money. Как это будет на русском? Зарабатывать деньги, делать деньги, создавать деньги. Можем сказать зарабатывать деньги, можем сказать делать деньги. Создавать деньги звучит странно. Звучит странно. Это скорее про то, что ты, не знаю, руками делаешь монеты. Ты создаешь монеты, да, тун-тун. Вот ты создал монету, ты создал деньги. Ну, это сложно представить, в каком контексте это может быть. Но в теории это возможно. Например, мы зарабатываем деньги, сдавая квартиру туристам. Или он сделал деньги на инвестициях в крипту. Делать деньги — более неформальный вариант. Делать деньги. Обычно делать деньги означает зарабатывать на инвестициях, или у тебя есть бизнес, или даже ты делаешь что-то нелегальное. Да? В этом случае мы скорее будем использовать глагол «делать деньги». А зарабатывать деньги означает, что ты работаешь и получаешь деньги. То есть зарабатывать — это своим трудом, своими руками или своей головой, а делать деньги можно по-разному, друзья. Что ж, на сколько вопросов вы ответили правильно? Сколько баллов вы набрали из 12? Пожалуйста, напишите в комментариях, на какое количество вопросов вы ответили. Ну и если вы хотите учить русский эффективнее, то слушайте наш подкаст, присоединяйтесь к нашей membership-программе, получайте транскрипции для подкастов, для видео, также объяснение новых слов и разные дополнительные материалы. До встречи в следующем видео. Пока.